Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем разбирать такую проблему, как черный экран после прошивки магнитолы. В основном с этой проблемой сталкиваются владельцы таких магнитол на процессоре 8257, который у нас тут указан. И вот здесь вот может быть написано ET 7216, 5760 и так далее. Но важно, что вот тут ET и какие-то 4 цифры архитектуры будут написаны. Значит, смотрите, давайте для начала разберем, как это происходит. Это происходит после прошивки, либо вот если вы через Flash Tool прошивали устройство, после прошивки у вас появился черный экран, либо вот если вы, допустим, сюда воткнули флешку с прошивкой, далее вы прошили устройство, и после прошивки у вас появился черный экран. То есть вот у нас идет процесс прошивки. Магнитола прошивается, и вот она загорелась черным экраном. При этом она полностью работоспособна. Там, если попасть, можно включить музыку, можно включить радио. Вот смотрите, мы еще можем проверить, что у нас тут кнопки работают. И если мы задержим кнопку выкл, экран потухнет. Если мы нажмем, он включится. То есть кнопки у нас полностью работают, магнитола функционирует. Так вот, музыка заиграла. Видим, что магнитола функционирует. Убираю флешку. Итак, давайте сначала разберемся, почему так у нас происходит. А теперь прошу прощения, у меня есть небольшое отступление. Это не совсем реклама. Мне за нее никто не платил. Я просто вам хочу рассказать про такой канал в Телеграме, который называется Launcher Auto. Его создатель собирает информацию о лаунчерах, которые использовать можно на бюджетных магнитолах, на простых магнитолах. Также показывает много других приложений, которые можно использовать на магнитолах. А как видим, он их регулярно обновляет, эти файлы. То есть здесь также у них есть чат для общения, вы можете добавиться в этот чат, и если зададите какие-то вопросы, вам скорее всего ответят. Вот, всем, кто смотрит мой канал, у кого есть Android магнитола, предлагаю сюда зайти, посмотреть, и если вам что-то здесь понравится, вы решите, что для вас что-то здесь есть полезное, можете подписаться и пользоваться. Владельцу телеграм-канала привет. Вижу, что он уже больше года старается, что-то добавляет, что-то делает. Возможно, когда-нибудь в будущем здесь появятся и какие-нибудь наши инструкции. Посмотрите, называется он вот так, Launcher Auto. Если мы заходим, мы видим вот такую вот ссылку и можете перейти вот по этому QR-коду. Спасибо за внимание, давайте продолжим дальше. Итак, давайте сначала разберемся, почему так у нас происходит. Для этого смотрим сюда на компьютер. На экране мы видим программу Flash Tool. Как ей пользоваться, как ее найти именно для этих магнитол, как сделать прошивку, все я показывал подробно вот в этом видео. Видео выложено уже год назад, и все файлы для работы с этими магнитолами можно взять вот здесь вот в описании. Вот здесь вот нажимаете кнопку «Еще». Тут есть несколько прошивок. Сразу же говорю, если вы еще не прошивали свою магнитолу, то вам не нужно сразу смотреть вот это видео, которое я сейчас показываю. Вам нужно сначала посмотреть вот это видео. Тут я рассказываю, какие могут быть ошибки, что лучше не делать, и что сделать вообще перед самой прошивкой, перед тем, как вообще лезть куда-то, чтобы потом смогли с вашим устройством разобраться. Значит, смотрим, вот здесь вот у нас ссылка на архив с инструментами. Переходим по этой ссылке. Вот здесь вот у нас папка Patch. Заходим в нее, и нам нужен вот этот файл, который называется update-bin. Он у нас позволяет запускать автоматически прошивку, которая находится на флешке. Мы не сможем обновить прошивку, так как тут у нас не видно ничего, то есть мы не сможем нажать сейчас кнопочку Android обновление. И для того, чтобы прошивка запустилась автоматически, нам нужен вот именно вот этот вот файлик. Значит, мы его скачиваем, и дальше что с ним делать, я расскажу. Вернемся к Flash Tool.
Если вы прошиваете магнитолу через Flash Tool, вам нужно обязательно убирать галочку Preloader, потому что она от чужого устройства здесь сделана, и вот эту вот вкладочку Метазона. Метазона как раз у нас и отвечает за разрешение дисплея. Также выбираете вот эту вот галочку слога, и тогда прошивка не повлияет на ваш дисплей. Теперь разберемся, почему же все-таки дисплей чернеет. Дисплей чернеет, потому что вы на него поставили разрешение от другой магнитолы. Если вы поставите разрешение от магнитолы больше, то у вас будет кусок экрана, там треть или четверть, то есть не полностью изображение влезет на экран. Если вы поставите прошивку от другого дисплея, другого разрешения, допустим, более меньшего, или просто другого дисплея, то тогда магнитола просто не сможет на него транслировать изображение будет черным. Эта проблема была известна еще год назад, производители начали делать разные дисплеи, потом перекупы начали делать еще разные дисплеи. Сейчас уже появились больше 15 вариантов этих дисплеев, и иногда еще в сети попадаются такие прошивки, которые вы ставите. Допустим, это будет полный чей-то слитый дамп. Если вы ставите на свою магнитолу чей-то слитый дамп, то у вас экран, вероятно, почернеет. Также в прошивке с флешки, если вы берете, скачиваете какую-то прошивку, пусть это будет даже FOPDA, человеку продавец скинул прошивку, он скинул именно для своего дисплея, а у вас другой дисплей, другого вообще качества, другого разрешения, может быть у него там другой штекер подключен, есть LVDS дисплей, есть MIPI дисплеи и так далее, сейчас еще появились QLED дисплеи. Так вот, в некоторых прошивках, которые находятся на флешке, вот эта вот метазона присутствует. Но в некоторых прошивках эта метазона не присутствует, то есть до сих пор еще продавцы не научились толком взаимодействовать с людьми, скидывают им прошивки несоответствующего качества. А люди этими прошивками делятся, и потом в результате получается, что у них чернеет экран. Итак, причины я постарался объяснить как мог. Давайте теперь разберемся, что с этим делать. Как мы понимаем, нам с вами нужно восстановить то разрешение дисплея, которое у вас было изначально. Вернемся к нашему видео. Когда я снимал вот это видео, я здесь показывал, что нужно обязательно сфоткать вот этот вот экран. На этом экране есть данные, которые помогут вам найти прошивку под ваш дисплей. Во-первых, тут у нас есть разрешение и в скобках вот эта вот классификация самого дисплея. Дальше, то есть мы сфоткали это все, и после того, если у нас с прошивкой что-то пошло не так, что нам нужно сделать? Мы переходим на сайт производителя плат, который выкладывает различные прошивки для своих версий магнитолы. Кстати, если вы посмотрите то видео с прошивками и там не найдете нужной прошивки, вы можете найти прошивки вот здесь. То есть тут вот по номеру, который ставится после буквы ET, можете найти свою прошивку. Но предупреждаю сразу, эти прошивки подходят для оригинальных магнитол, в которые не вносили изменения, какие-нибудь перекупы, потому что бывает, что перекупы берут плату, плата предназначена вот именно для этих прошивок, а они ставят на нее немножко другое оборудование. Либо наоборот какой-то чип или микросхемку вырежут, и соответственно прошивка уже будет работать не так. Сразу говорю, вот те прошивки, которые находятся на этом сайте, они подходят только для тех, у кого магнитола в оригинальном составе. И вообще всегда я рекомендую просите прошивки у своих продавцов. Они должны знать, какая у них магнитола, какой там дисплей, что внутри находится, чтобы ваша магнитола не превратилась в кирпич, не почернел экран. Запрашивайте прошивки у своих продавцов. Вернемся в нашу папку. Значит, смотрите, ссылку именно вот на эту страницу я приложу к описанию видео. Но когда вы войдете на эту страницу, вы сразу же сюда не попадете, потому что эта страница требует авторизации. Сейчас я выхожу из аккаунта, и здесь появляется вот такая вот вкладка «Имя пользователя» и пароль. Вот здесь у меня уже вот написано. Имя пользователя вводите точно так же XYAuto. Здесь пароль. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 цифр, очень простой пароль. Дальше нажимаете кнопку «Авторизоваться», и после этого вы попадете на главную страницу «Публичная версия XY». Тут все будет на китайском языке, и вы можете чего-то не понять. Поэтому после того, как авторизовались, допустим, будет вот ссылка вот такая под видео, вы ее в первый раз скопировали, вставили, перешли сюда, вас перекинуло на вход. Вошли, авторизовались, возвращайтесь к этому видео, опять копируете эту же ссылку, переходите сюда
и вставляете ее в адресную строку, и тогда вы уже попадете на нужную страницу. Чтобы вам китайский язык не изучать, не мучиться с переводом, вы попадете сразу сюда. Тут обратите внимание, одна страница есть и вторая страница для разных разрешений, для разных дисплеев. И здесь смотрим названия ваших 720 на 1280 МИПИ, 2000 на 1200, 1920, 800 на 480, 1024 на 600, на второй странице 1024 на 600 МИПИ. По фотографии, по своей ориентируйтесь, какое у вас было разрешение. Если вы сначала прошили и не сделали фотографию, вам придется перебирать основные разрешения. Основные разрешения, которые используются продавцами, 720 на 1280 МИПИ и 1024 на 600. И также вот это вот 1280 на 720 и 1024 на 600 МИПИ. Это 4 основных разрешения, которые используются на 7, 9 и 10 дюймовых магнитолах. Дальше переходим в нужное разрешение. Тут папки. То, что вы плохо разбираетесь, какая вам из папок нужна, ничего страшного. Начните с верхней и пробуйте скачать разрешение. Вот здесь вот обратите внимание, написано 1.73.8. Помните, какое там у нас было? 1.73.7. Значит, это нам, скорее всего, не подойдет. Вот, тут написано 1.73.7. Нажимаете на нее. Она у вас скачивается, сохраняете. Дальше, что мы делаем? Берем флешку нашу, вставляем в компьютер, открываем ее. Вот тут вот у меня та прошивка, видите, 1024 на 600, которая снесла экран. Мы ее с флешки удаляем. Тут еще один важный момент. Перед тем, как вы решили восстановить прошивку, вот как я вам сейчас показываю, флешку, пожалуйста, отформатируйте. Я флешку не форматирую, потому что я знаю, как работает прошивка. Но на всех сайтах все производители рекомендуют флешку форматировать перед тем, как что-то прошивать. Я не хочу, чтобы вы попали в такую ситуацию. Вы не отформатируете флешку, потом прошьете, у вас что-то не будет работать, и вы потом скажете, а это ты нам не сказал отформатировать. Поэтому я сразу сообщаю. Я здесь флешку не форматирую, а вы форматируете. И вообще, как правильно говорят на ФОПДА, за любые последствия после прошивки несете ответственность именно конкретно вы. Если вы плохо разбираетесь, отдайте устройство специалистам, он все сделает сам. Значит так, показываем, что делать дальше. Переходим в загрузки, видим наш архив, копируем его, отправляем на флешку. Также находим наш скачанный файл, который называется вот так, который будет запускать у нас прошивку автоматически. Копируем его, вставляем также на флешку. Итак, вот у нас на флешке есть вот этот файл. И вот эта вот прошивка, которая всегда называется nagonban. Вот здесь у нас должно быть ota.tar.gz. Это обязательное условие для того, чтобы была прошивка. И тут не должно быть никаких скобочек. Бывает, люди по 2 раза скачают файл, тут появляется скобочка, в скобочках 1, за скобочкой там еще какой-то пробел. Никаких пробелов быть не должно, название полностью должно соответствовать. Именно благодаря названию магнитола читает, что этот файл, который нужно, и прошивает его. Если название некорректное, все, она его не узнает и не будет прошивать. Это обязательное условие, чтобы на флешке у нас было 2 вот этих файла. Теперь берем, значит, наше устройство, вставляем в него флешку. И тут, как правило, должно быть 2 варианта. Магнитола сейчас распознает прошивку и запустит вот автоматический процесс обновления. Бывает, что такого не происходит. Вот сюда нажимаем кнопочку Reset, либо просто перезагружаем устройство. Сейчас магнитола у нас делает перезагрузку. Затем пойдет процесс прошивки. Он недолгий, так как прошивка небольшая. Как видим, у нас после прошивки сменился стартовый логотип. Стартовые логотипы бывают зашиты у них на заводе. И появилось изображение. Вот, в принципе, вся хитрость. Вопрос такой задавался и раньше. Я выкладывал инструкцию на ФОПДА, но на ФОПДА очень трудно что-то найти. Кстати, вот смотрите, о чем я забыл предупредить.
Как только прошивка завершилась, показался логотип, нужно сразу же выдергивать флешку, потому что на ней находится файл, который запускает автоматически прошивку. И весь этот процесс будет длиться бесконечно. Сейчас он запустит прошивку у нас. Еще разок. Прошивка закончится. И начнется загрузка устройства. Загрузка устройства началась. Флешку достаем. Все, магнитола в рабочем состоянии. Пока вы не удалите с флешки вот этот вот файл, то эта флешка у вас будет уводить магнитолу сразу же в перезагрузку. В принципе, все нюансы и причины я рассказал. Видео тут растягивать больше смысла нету. Если вы хотите подробнее посмотреть, как делать прошивку, посмотрите, еще раз говорю, вот это видео. Вот его название. Пожалуйста, как видим, магнитола загрузилась. Но сбросился у нас, получается, язык. Надо будет провести кое-какие настройки заново. А так, в целом, магнитола полностью рабочая. Ну что ж, на этом, думаю, видео можно заканчивать. У нас впереди еще будут другие видео, которые посвящены точно так же этим магнитолам. Я хочу показать, как с нее сливать дамп и как дамп на нее заливать, чтобы вы смогли в случае чего вернуть свою магнитолу в изначальное состояние, в которое она была. Потому что, я говорю еще раз, люди делятся прошивками, которые от разных устройств. Другой человек прошивает его потом, и у него что-то с магнитолой не так. Он потом переживает, что у него кирпич. И для таких случаев нужен дамп. Дамп — это по большому счету бэкап. Привычно людям так называть, что это бэкап магнитолы, который мы можем восстановить с компьютера. Ну что ж, всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока!